Большой ЖК-дисплей с диагональю в 2 дюйма, время автономной работы до 18 суток, круглосуточный мониторинг показателей здоровья, микрофоны с функцией шумоподавления во время звонков, защита по стандарту 5 атмосфер от влаги, поддержка 140 видов тренировок, стильный дизайн, и обо всем этом и не только заявляет нам сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Redmi Watch 5 Active глобальной версии, которые так выгодно всегда покупать на распродажах, на них цена в 3 раза дропается. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, либо в описании своего канала, либо в комментарии указать свое имя в телеге, подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого, еще на Новый год iPhone 16 я буду разыгрывать. Условия в ролике по ссылке в описании. Перейдем же к обзору. Распаковка. Данная модель поставляется в белой бюджетной упаковке, на ней есть краткая информация, изображение, а также название модели. Упаковка максимально простая, в комплекте мы имеем ремешок, смарт-часы, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Вес устройства 44 грамма, а габариты 41 на 49 на 12,9 мм. Приобрести данную модель можно в темно-серой, светло-серой расцветке корпуса. Корпус устройства выполнен из матового пластика и цинкового сплава, но тактильно все пластик, при этом собраны смарт-часы в целом адекватно. Плюс от меня за легкий дизайн и прямой экран без закруглений. Ремешок же быстросъемный с обхватом запястья от 135 до 205 мм. Выполнен ремешок из TPU, он имеет обыкновенное крепление и заменить ремешок много труда не доставит. При носке Watch 5 Active не ощущаются, как и во время сна, ремешок не натирает, но запястье под ним слегка потеет. Далее на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамик. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови и акселерометр. Также на правом торце можно заметить одну механическую кнопку. Она отвечает за переход в меню или возврат, за переход в окно с включением-выключением, перезагрузку устройства. Тройным нажатием можно совершить экстренный вызов по указанному номеру в приложении, повесить другую команду, на кнопку возможностей нет, что, конечно, совсем не радует. Летим дальше. Установлен здесь ЖК-дисплей диагональю в 2 дюйма с разрешением 320 на 385 пикселей. Рамки громадные, за что минус. Операционная система HyperOS, выглядит интерфейс в целом лаконично. Шрифт читабельный, сама система за время моего использования сильно не подвисала, да и в целом она работает быстро и без каких-либо проблем. Далее, по моим замерам, яркость экрана 450 люксов. Данной яркости в целом достаточно, но запаса вообще нет. Функции автоматической регулировки яркости на борту нет. Время до отключения экрана максимум 5 минут, что удобно. При повороте запястья экран включается практически моментально. Включить экран тапом можно, как и выключить его, накрыв ладонью. В настройках также есть ночной режим, режим не беспокоить с настройкой 2 стилей отображения меню, настройка блокировки смарт-часов, выбор и персонализация циферблатов, по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в которой есть продувка динамика, энергосберегающий режим, функция постоянно включенный экран и так далее. Но вот яркость с этой панели не отрегулировать, за что минус. Слева направо и наоборот виджеты, которые разбиты по ячейкам, и их можно настроить под себя, как и сортировать меню, что очень удобно. Что касается самого меню, то в нем есть погода с подробной информацией, календарь, заметки, события, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер, таймер, но в фоне может работать только таймер. Помодоро трекер, мировое время, поиск смартфона, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, чего, как по мне, мало. Далее в меню из полезного есть плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, но загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет. Также есть кнопка для удаленной съемки с таймером в 3 и 5 секунд. Работает она хорошо. Также в стоке есть голосовой ассистент Amazon Alexa, но в стоке с регионом Россия он не работает. Далее, несмотря на то, что модель Active, различных настроек для тренировок и тому подобному довольно мало. Тренировок же на борту более 140 видов, есть автоматическое определение активности, мониторинг активности, Pace RSI и интервальный режим, а во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. Но тренировка не может работать в фоновом режиме. GPS-навигация данная модель не поддерживает, за что минус. Далее, измерение пульса может работать в смарт-режиме или в автоматическом режиме с выбранным интервалом. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса также могут работать в автоматическом режиме, но, разумеется, все эти показатели можно измерять и вручную. Результаты измерения в состоянии
покоя довольно корректные, но вот уже во время активности могут быть проблемы. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, смарт-часы не считывают, что уже хорошо. Удобно, что настроить работу мониторинга за здоровьем можно даже со смарт-часов, а не только в приложении на смартфоне. Графики на смарт-часах отображаются и довольно информативные. Сон мониторит часы отлично, как и все фазы сна с отходом ко сну и пробуждением. Из полезного на борту также есть напоминание об активности, дыхательные тренировки и витальность с учетом активности на протяжении 7 дней. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 подключить к смарт-часам нагрудные датчики, как и беспроводные наушники, нельзя, что неудивительно, учитывая стоимость. Как и то, что смарт-часы не поддерживают Wi-Fi, eSIM и NFC, но при этом они оснащены функцией Bluetooth вызовов. Разговаривать через смарт-часы удобно, отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно. Ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики нет. Силу вибрации настроить можно, вибромотор топорный, но довольно мощный. Микрофон отрабатывает неплохо, но ничего сверхъестественного. В шумную обстановку и даже просто на улице необходимо искать более тихое место. Также отмечу, что динамик не громкий. Далее, емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 35 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования на 100% яркости составляет 10 дней по моим тестам. В итоге каждый день уходит в среднем по 10% заряда. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер, купаться вместе с ними можно, как и плавать, но не в соленой воде, и в баню я бы с ними не ходил. У меня за время тестирования они никак не пострадали от воды, для примера я окунул их в проточную воду, по итогу они остались живы. Летим дальше. Подключаются Redmi Watch 5 Active к приложению Mi Fitness с регионом Россия. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, есть персонализированные циферблаты, кликабельные циферблаты, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть настройка функции для мониторинга за показателями здоровья, основные системные устройства и обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало, но изменений в работе устройства я не обнаружил. Минусы: не отображаются смайлики, нет возможности отвечать на уведомления, нет калькулятора, нет компаса, нет GPS, нет выделенной внутренней памяти для музыки, топорный вибро, огромные рамки у экрана и нет AMOLED экрана. Плохой микро и тихий динамик. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, ее можно отнести к плюсам, особенно во время распродажи, а вы, скорее всего, во время сейла или перед этим сейлом как раз и смотрите, потому что весь декабрь, ноябрь все время идут распродажи, и на какой-нибудь платформе вы выцепите их очень дешево. Резюмирую. Я не понял до конца, в чем особенность модели Redmi Watch 5 Active. По функционалу Band от Xiaomi будет по факту лучше и дешевле. Возможно, форм-фактор часов и большой плоский экран подкупит большинство пользователей. Но это не точно. От меня девайсу максимально скромное «да». Если вы их поняли, можете написать, в чем здесь фишка. Данную модель можно покупать безумно дешево на распродаже, но опять же, безумно дешево также можно покупать другие модели и еще и браслеты Huawei Band, Xiaomi Band 9, и они по функционалу будут круче. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!